Итак, всех приветствую. У нас еще один нежданный-негаданный прямой эфир. Так, сейчас череп слегка поправлю. Улыбка кривая. Надо, чтобы респектабельно было. Здравствуйте, Павел. Во, теперь нормально. Итак, поскольку я обо всех темах мира уже рассказывала неоднократно, сейчас я... Добрый вечер. Сейчас я хочу как бы проводить прямые эфиры и рассказывать, то есть отвечать на вопросы, но, естественно, еще раз освежать в памяти те темы, которые мы с вами обсуждали, потому что таких тем, которых я еще не затрагивала, просто не существует. Естественно, понятно, что приходится по новой кое-что еще. Итак, сегодня я собрала не все, конечно, что у меня дома есть. Есть вещи, которые я показывать не могу. Здравствуйте, Наталья. Но в любом случае, сколько можно показать и сколько я успела вытащить из своих шкафов, я собрала все, что касаемо Вуду. Ну да, ну ничего, подойдет, Яна. Это не страшно. Всех приветствую. Итак, все, что касаемо Вуду. Что такое Вуду? Мы об этом уже говорили. Здравствуйте, я. Воудоу, что означает темное и светлое. То есть темное, здравствуйте, Алена, темная и светлая энергия мироздания, которую можно направить как во благо, так и в пользу, то есть, извиняюсь, наоборот, как во благо, так и в не во благо, да, во вред человеку. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, что такое Вуду само по себе? Вуду – это не магия, Вуду – это религия. Но исходя из этой религии, есть определенная стезя магии Вуду, которую мы называем магией. Да? Вуду вообще это поклонение сверхъестественным, потусторонним силам, духам. Африканцы считают, что все, что находится, значит, вне пространства человека, это духи. И духи управляют судьбами, духи управляют миром. И все, что человеку нужно, он должен просто попросить у духов. Благодарить, поклоняться им, приносить им жертвы и прочее, прочее. Добрый вечер, Дилара. И тогда духи будут благосклонны к этому человеку и будут давать ему то, что он хочет. Дословно это поклонение духам. Естественно, есть разного типа вуду, разные направления вуду, но, да, это еще не все атрибуты, это еще не все. Разного типа есть направления вуду, но попробую закрыть сейчас окно, шумно. Если, конечно, не будет жарко, если не придется открывать, пусть отойди. Сейчас закрою, отвлекает меня этот шум на улице. Итак, значит, ничего не поняла. С вами тоже поздороваться. Я что, отдельно должна с каждым здороваться? С кем успеваю, с тем здороваюсь. Мне, пожалуйста, не указывайте, с кем я должна здороваться, каким образом. Я такие вещи не люблю. Итак, Вуду. Духи Вуду управляют мирозданием. Они управляют людьми, их судьбами, и при желании можно обратиться к ним и получить их благословение и помощь. Вот на чем основана магия Вуду. Голливуд сделал из Вуду такую зловещую, такую как бы магию страшную, которая связана со смертью. Особенно мне понравилось про зомби.
Сейчас про это тоже обсудим. И образ таких, знаете, колдунов, ведьм, занимающихся вуду, это такой страшный. Вообще в последнее время еще и модно стало вуду. Вуду все кинулись вудуваться. И не понимая на самом деле до конца, что это такое. Здравствуйте, Марина, Валентина, всех приветствую. На самом деле магия вуду, она в основном направлена на лечение и помощь. И малая часть направлена на наказание. Но есть и, естественно, и наказание, и немало таких заговоров. Хотя это основное количество, это самая малая часть, которая направлена на вред человеку. В основном с помощью вуду излечивают очень страшные болезни. И у меня есть очень много работ, основой которых является вуду. И вот эти работы, они приводят к исцелениям, особенно исцелению водой. Оно взято из традиции вуду, с черной курицей взято из традиции вуду и так далее. Понимаете, это все приносит такие результаты, которые не назовешь зловещими и страшными. Здравствуйте, Татьяна. Поэтому вуду воспринимать как страшное нечто стали после вот этих голливудских пропагандистских фильмов, потому что люди в основном нацелены на больше на негатив, чем на позитив. Да? Кроме того, когда порабощали черных людей, то бывало, что их заставали за молитвой их богам, их силам, их лоа, то есть духом. Со временем католики стали ужасно бояться этого всего и стали запрещать как зловещую религию. Даже за это полагалась казнь. Для того, чтобы избежать казни, они стали как бы присваивать своим богам маску. Значит, есть такое понятие католическая маска. Доброй ночи, Ирина. У нас вечер, правда, пока еще. Католическая маска богов Вуду, понимаете? Даже такое, значит, такое присутствует понятие, как католическая маска, то есть прикрытие для богов. Например, святой Патрик – это лонга. Значит, святая Мария – это Ошун и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди, прося своих богов, обращаясь к своим богам, называя, например, Святая Мария, на самом деле просили у Ошун, да? Они как бы заранее договаривались со своими богами, говоря им о том, что если я буду обращаться к тебе как Святая Мария, прими, пожалуйста, мою молитву, мольбу и помоги мне. Да, змея, она такая. Змея у меня, это один из самых старых моих атрибутов. Это индийский бук, хотя это относится к культуре вуду. И внутри этой змеи есть определенные такие талисманы, надписи, защита. Это очень давно мне привезли. И он действительно, да, синий, сильный, синий. Я уже на свечи смотрю и на синюю свечу и говорю, синяя змея, да. Нет, змея пока еще не синяя, она еще трезвая. Итак, далее. Со временем на основе вуду изгнанные из Африки племена, которые постоянно жаждали вернуться, постоянно скучали по своей матери Африке, отпуская по реке определенные там с молитвами, заговорами, венки, там всякие там атрибуты, значит, отпуская по воде, чтобы она дошла до Африки и утолила их тоску. Но, естественно, их дети уже остались жить на других землях, в Америке, в Австралии, на Гавайях поселились черное население. И со временем это все перешло уже, знаете, в ряд такой перемешанных каких-то верований. И магия
разделилась, магия Вуду разделилась на несколько частей. Есть магия суахили, на языке суахили, это африканская Вуду, которая зарождалась в основном у притоков реки Конго. Есть магия сантерейская, которая в основном это смесь испанской культуры, испанских верований. Оно связано с иконами, оно связано с изображением святых, с их изваяниями. То есть очень много там различных таких, знаете, как винегрет. Но в любом случае он работает, потому что основа вуду. Вот, это сантерейская магия. Там в основном мази идут, в основном идут благовония, в основном идут различные там... Да, это часть мировоззрения, не просто мировоззрения и мироздания, это вообще их часть. Они живут этим. Все их президенты и все министры обращаются к колдунам Вуду, когда хотят выиграть выборы и выигрывают. И они свято в это верят. То есть до такой степени, что это просто узаконенная работа. Кроме всего прочего, существует еще, знаете, такой момент. Днем они католики, а вечером, скажем, ярые язычники, да, которые поклоняются духам Вуду. Дошло до того, что у африканских народов католичество перемешалось с силами Вуду. И они считают это нормально, они к этому очень спокойно относятся. Даже те, которые приняли ислам, а ислам более как-то жестко ко всему этому относится и запреты ставить. Здравствуйте, Роза. Даже ислам не смог искоренить из их души вот это поверие к духам, и пришлось уступить. Скажу также, что народы Африки, они очень лояльны. Нет, этот эфир не только для практиков, этот эфир для людей, которые хотят задать вопросы касаемо Вуду и получить ответы. Если я покажу ритуалы Вуду, скажу, что это для практики, это уже будет для практики, естественно. А пока что это беседа, в которой могут участвовать все, кто желает на самом деле. Итак, если есть желание, можете посмотреть мой ролик Вуду, там очень много разъясняется. Что касаемо зомби, есть определенные яды, которые усыпляют человека. Они не убивают, но они приводят к обездвижению человека. И человек словно мертвый. Он даже так дышит, что непонятно. То есть его дыхание очень незаметное, его сердцебиение почти останавливается, но он жив, его организм живой. И вот есть определенные яды, которые можно незаметно дать человеку. После этого человека посчитают умершим, похоронят, и колдун выкапывал жертву, забирал к себе, оживлял и полностью подчинял себе. Поэтому многие путешественники еще средних веков говорили о том, что были истории, записывали истории, где там было сказано, что женщина, например, которая понравилась одному колдуну, и родители отказали ему, через некоторое время умерла при странных обстоятельствах. А потом, лет через 10, они увидели ее в доме этого колдуна. Она назвалась его женой и как бы никуда не хотела идти. Но когда родители забрали ее обратно домой, к ней вернулась память, но через полгода она умерла. То есть ее сила закончилась, жизненная. Она действительно умерла. Для этого дежурили на кладбище, когда хоронили умершего человека, дежурили для того, чтобы в течение нескольких дней, если никто не будет откапывать, значит, человек действительно умер. Кроме того, каждый человек знал, что в могилу, значит, то есть в землю тыкали определенный там палку, и на конце палки был привязан колокольчик. То есть этот колокол звенел, если человек приходил в себя, и откапывали его оттуда. Да, пришла жара к вам, очень хорошо. Не знаю уж, кто послал, но шутка, я тогда сказала, пошутим, но на самом деле сбудется. Итак, давайте приступим к тому, что... Здравствуйте, Кристина. К тому, что я вам покажу просто
атрибуты Вуду и буду объяснять, что к чему и так далее. Я думаю, что знаменитая кукла Вуду, здравствуйте, кукла Вуду вам всем известна. Куклу Вуду можно сшить, но сейчас приобретается, правда, для того, чтобы жертва что-то почувствовала, чтобы что-то сделать жертве, нужно его мумиё, то есть его определенные части, да, волосы, ногти, в конце концов, хотя бы фотографию сжечь и смешать, и сшить вместе с с этой куклой. Далее. Сейчас, секунду. Так, это я сюда сейчас положу. Да, пользуются и части человеческого тела. Есть племена, где альбиносам рубят руки, даже родственники. Есть племена, которые до такой степени боятся колдовства, что готовы за какие-то странные поведения ребенка маленького выгнать на улицу, посчитать его колдуном. Есть племена, где просто беспощадно убивают красивых женщин, считая, что они владеют колдовством. Это уже на самом деле самые такие отсталые, самые, скажем так, в самом дне находящиеся племена, потому что основное количество именно африканских племен, они относятся с уважением к магии, вообще к любому проявлению колдовства, они относятся с уважением, с почитанием. Но есть определенные племена, да, согласно которые действительно очень темные, и они могут убить вас просто за то, что вы изобрели на их территорию, и вы белая, потому что вы принесли туда проклятие. И считается, что если вы вступили на их землю, значит, вы принесли им какое-то проклятие, собственно говоря. Это присутствует, к сожалению. Если женщина там рождает в какие-то определенные дни, это значит, что она родит колдуна, к ней могут не подойти, подождать, пока она умрет вместе с ребенком. Все очень жестокие законы. Это все идет от, скажем, необразованности, от темноты. Да? Но есть и народы Африки, которые очень удачно практикуют вуду. Они более, как бы, скажем так, продвинутые вперед, и у них совершенно иное понятие вуду, мира, мироздания и прочее, прочее. Различаются племена, но точно так же, как и везде, есть свои законы. У нас тоже, хоть и считается огромная страна, считается Россией, да, она светская, но в любом случае здесь живущие народы живут по своим законам, и как бы мы ни называли светской ее, но есть народы, которые практикуют многоженство, пусть там не регистрируют они это в ЗАГСе, но у них это регистрировано, и это считается вполне законным. Здравствуйте, Олеся. Итак, Бригит. Кстати, хочу вам сказать, что мама Бригит – это богиня, которая пришла с Европы, то есть это европейка, европейская богиня, и Бригит – считается, что она пришла в Африку, вышла замуж за Легбу и стала, скажем так, стала одной из богинь африканского пантеона. Сейчас я вам Бригит покажу. Та, которая в Африке считается мама Бригит, но здесь она называется Бриджита. Бригитта, богиня огня, богиня искусства, магии. Добрый, Ольга. Вот она. Так, пойдемте далее. Так, здесь символы всех духов, всех богов, в том числе и крест. Крест используется в магии Вуду как знак, скажем так, то устраняющий
препятствие, то наводящее препятствие. То есть какую программу ты задашь кресту, тот он и исполнит. Если, скажем так, в христианской магии считается животворящий, очищающий и так далее, то в магии Вуду крест всего лишь символ, который ты можешь зарядить как на хорошее, так и на плохое. Это у нас Ошун, да. Ошун любит больше рабами у католиков, католических, скажем, странах, да. Поэтому, естественно, ну пусть будет так, внизу этот браслет. Она любит украшения, это очень капризная богиня, и за какую-то малейшую, скажем так, малейшую обиду в ее сторону она может очень страшно наказать. На плече у нее сидит попугай, как символ дружбы, неразлучности, ну и яркой жизни, собственно говоря. Так, всадник смерти. Некоторые его называют капо де прето, то есть связывают с божеством смерти, разрушения. Но на самом деле, скажем так, он имеет несколько таких ипостасей. Но, в принципе, это всадник смерти, сама смерть, то есть смерть. Но в мужском обличии, вот. Очень сильная энергия здесь накоплена и прям не показывает нормально. Я не знаю, что это за придурок с этим аватаром кобры, но ему пора в дурдом. Давно пора, прямо плачет по ней дурка. Я даже отвечать и реагировать не собираюсь на таких идиотов в форуме, если честно. Что не переживайте. На вас внимания нет, вы в игноре. Это первое. Следующий момент. Славянские куклы на самом деле, сейчас уже славянские, да, славянского типа куклы. Но матанки называются. Я уже говорила, что матанки особо держать дома простым людям не стоит, потому что в них энергетика того человека, который это мотает и делает. Но вот такого типа матанки, вот именно воронье семейство, видите? Муж, жена и дитё. Воронье семейство – это как приносящее семье удачу, но такую матанку должен зарядить и благословить человек знающий, то есть практикующий, а потом отдать. Но это на основе вуду, потому что воронье братство или воронье семья – это в основном вуду практикуется, когда три кости вороньи связывают между собой, там, значит, женскую кость, мужскую и птенца. Это для того, чтобы благополучие было в доме, а иногда, чтобы женщина могла родить. Камни. Камни. Буду вся построена на камнях, различных камнях, поскольку Африка богата камнями всякого разного типа, да, от простых и до самых дорогих, которые в мире есть. Вот здесь все это камни. Что? Всадника смерти, статую? Нет, вы не можете иметь всадника смерти, потому что всадник смерти – это очень опасная сила. И эта сила обязательно потребует жертву. Вы не сравниваете практикующих людей и обычных людей. Это совершенно разные энергии. Не каждому разрешено делать то, что можно делать человеку практикующему. Далее. Здравствуй, Света. Значит, шкура змеи, выползок, если уж так поточнее. Бубен шаманский, правда, он не африканского типа, хотя и в Африке сейчас такой тип делают. Но в любом случае это шаманы нашего севера. Вот эта штучка из фруктов, не помню сейчас, как этот фрукт называется. Он для того, чтобы изгонять духа, в общем, вот создавать звук. Да, я тоже не знаю, зачем иметь такие статуи дома. Может, он красивый кажется, но для чего оно вам надо? Вот в чем вопрос. Так, следующий выползок змеи. Вот еще один выползок. Это Нет, это не королевский уж, это, кажется, гюрза. Культ смерти, вороны,
значит, бесконечные черепа, кости, там, части тела даже используются и прочее, прочее. Это более, конечно, зловещая сторона магии Вуду, но оно имеет место быть, и об этом говорить нужно. Санта-Муэрте, которая пришла именно из магии Вуду в католическую культуру и называется священная смерть. Но пришла она в католическую культуру именно из магии Вуду, поклонение смерти. Просто ей дали обличие более такое, знаете, мягко европейское, так переделали под себя, но основа ее это именно Вуду. Темные зеркала тоже используются в Вуду. Правда, пользовались они не именно зеркала, потому что зеркала начали делать значительно позже. У нас культура, да, зеркал и прочее появилась позже. Но это полированные камни. Например, Марион. Вот. Хочу вам сказать, что Марион придает сил. Когда я полностью обессилена, то я надеваю Марион. Марион дает огромное количество энергии. Вот. Такое ожерелье, несколько штук у меня, правда. Следующее вот еще изображение, ой, то есть горно-хрусталь необработанная тоже помогает, но Марион. Это практика. Простым людям Марион не стоит. Марион очень капризный камень, Марион может и убить. Когда Пушкину подарили с камнем Марион кольцо, через некоторое время он погиб в дуэли. Точно такое же случилось и с Лермонтовым. Марион, если не любит человека, он может очень много навредить человеку. Добрый вечер. Далее перейдем. Черепа. Черепа человеческие. На самом деле в Вуду используют черепа человека не для того, чтобы поиздеваться или там поглумиться, а просто считается, что череп это вместилище души. То есть они вскармливают душу для того, чтобы получать у этой души помощь, благословение на самом деле. Если нашли пустое гнездо, не нужно его трогать. Пустое гнездо принесете домой, у вас дома начнут люди умирать. Не нужно делать то, чего вы не знаете и о чем вы представления не имеете. Не портите сами себе жизнь. Следующий момент. Черепа животных. Черепа животных – это сущности не самого высокого, скажем так, полета, да, не самые такие высокоразвитые сущности. Понятное дело, что человек и животные разница большая. В любом случае, черепа животных, они точно так же дают помощь, точно так же можно подкармливать эту сущность, эту душу и получать помощь в той или иной ситуации. Хочу вам показать гребень черного петуха. Я как-нибудь покажу вам ритуал и кавказский ритуал, связанный с гребнем черного петуха, и ритуал Вуду. Со временем, пока еще времени нет, устаю очень, но как найду время, я это сделаю. Гребень черного петуха, заговоренный на помощь от всяких неудач и от всяких бедствий. Такой гребень носили люди, вообще заговаривал колдун, отдавал человеку в мешке, в черном мешке или в красном. И от этого человека уходили все, как вам сказать, все недоброжелатели. То есть это наилучшая была защита, которую можно было отдать человеку. Правда, через некоторое время он теряет силу, и через некоторое время от него нужно избавиться, но некоторое время этот гребень очень сильно и хорошо оберегает. Ну, это можно, например, отдать своему ребенку, положить в сумку, такой завернуть, да, во что-нибудь, чтобы не было видно. И вы можете спокойно спать, зная, что с ним ничего не случится, даже если он по ночам возвращается. В деревне, да, может быть, согласна, может.
Так, ну, этого петуха не просто так находят, его нужно специальным образом лишить жизни, а потом это забрать. Помещается в моей квартире все это, потому что у меня резиновая квартира. Я об этом уже говорила. Зато чувствуешь, что живешь в полном достатке. Все у тебя есть. Змеиная шкура, пожалуйста. Значит, череп нужен, пожалуйста, без проблем. Змея нужна, пожалуйста, эти, как там, вороны, берите, не хочу. Боги, тем более, пожалуйста. Так что все есть. Вот. Далее. Это, значит, эти изваяния XIX века. Вот изображающий мужчину, двуликого мужчину, что говорит о том, что это страж дома, то есть тот, который смотрит во все стороны и охраняет со всех сторон. Видите, это двуликое создание, сущность, двуликая сила, охранник дома, семьи. Это у Масаи. Это статуя Масаи. Мать-богиня. Это бушмены. И по прическе видно. Мать-богиня, хранительница очага, дающая помощь и так далее. У меня есть ритуал вуду на благополучие и богатство. Так вот, после этого ритуала вуду очень много было перемен в лучшую сторону. Поэтому я рекомендую практикам, которым не лень, проведите. Это проводят редко, но оно помогает на очень долгий срок. С гнездом делать, оно было во дворе на дереве. Ну, может быть, птицы просто у вас там поселились. Они улетели, а гнездо осталось. Оставьте как есть. Но если кто-то подкинул, тогда, конечно, плохо. Тогда беда. Вот. Следующий момент. Своеобразные кованые ножи африканские. Похожи на серп. Правда, такой серп используется и в магии Кавказа, и в славянской магии, но в принципе это пришло из Вуду, из Африки. Чтобы вы знали. Они все взаимосвязаны на самом деле. Далее. Что приносят в дар богам Вуду? Различные ингредиенты, например, рис, мед, орехи перемешивают, сок приносят, там гранатовый сок, другой более как бы крепкий напиток. Жертвуют богам вино красное желательно. Если уж для особых ритуалов, то в основном вино. Портвейн делают. Есть всякие ритуалы и со шкурой крокодила, и льва, и гиены, и чего угодно. Ритуалов полно, поэтому за один раз мы не разберем с вами, какие ритуалы есть, и их очень много, их великое множество. Так вот, я, в принципе, вам разъяснила, рассказала в основных чертах, да, про магию Вуду. А теперь слушаю ваши вопросы. Что именно вы хотели бы узнать по магии Вуду? И, может, есть какие-то такие тайны для вас? Я смогу раскрыть, если их можно будет раскрыть, конечно. Потому что магия Вуду, она не очень знакома, поэтому неудивительно, что люди теряются, даже не знают, что спросить и о чем вообще говорить. Но в любом случае у вас должны быть вопросы. Я вас слушаю. Чат пропал, сейчас откроется. Может быть, по атрибутам есть у вас какие-то вопросы, которые вы хотели бы прояснить. Вот не люблю, когда этот чат пропадает. Приходится с другого телефона смотреть и читать. Магия Вуду только для практиков.
более сильные ритуалы, ритуалы, которые связаны с силами смерти и прочее, прочее, да, для практиков. Если есть вещи, которые можно сделать простому человеку, я их вам дарила и буду дарить и с заметкой, что можно всем. Но только если в таком случае. Слушаю вас дальше. Может, мне другой телефон открыть, посмотреть там чат. Потому что здесь не видно и на нервы действует. Да, Легба общительный дух, но очень опасный дух. Поэтому с ним поосторожнее, естественно. Так. Сейчас, секунду, я зайду. Угу. Так, секунду. Вот сейчас я прочитаю чат. Здесь видно. На Кубе, Гавана, слышал, очень развит культ Санта-Муэрто. Здесь ожидание какого-то результата. Уйти из жизни без боязни? Нет. Дело не в том, чтобы уйти из жизни без боязни. Дело в том, чтобы себя обезопасить, подружиться с культом смерти и через культ смерти получить знания какие-то, силу, может быть, суметь руководить людьми и прочее. Здесь совершенно не похоже на тот момент, на тот вариант, чтобы уйти, не боясь смерти. Нет, просто почитать смерть как священную силу. В католичестве это отменили, правда, продолжают культ смерти считать как бы таким важным культом, правда, отменили. Отменили, потому что, чрезмерно. Только для того, чтобы получить какие-то тайные знания. Например, как на Руси, да, та же самая матушка смерть, кто у нас? Мара. Но к Маре относятся для того, чтобы, то есть относятся с почитанием, чтобы она не вредила, чтобы она помогала, устраняла врагов в нужный момент, чтобы она могла дать какие-то тайные знания. Она все-таки смерть, она все-таки мать разрушения, мать зимы и так далее. Да, ей ведомы тайны. Вот и для чего. То же самое Санта-Муэрте. Это совершенно другое. Сейчас читай далее. Ну да, если ехать в сафари, даже туалет идешь с вооруженным охранником. Я согласна. Кто не смотрел, можете смотреть фильм, как он назывался, «Добыча», да. Ну, более старый фильм, 2008 год, по-моему. Это было нечто. Ну, все по вине тупости людей. Что я могу сказать? По их глупости. Давайте далее прочитаю. Здесь как раз у меня вот... Видите, здесь чат видно, а там нет. Хочу спросить, могу ли сувениры из Африки или Латинской Америки могут ли обладать какой-нибудь негативной силой? Мне подарили вещицу, через несколько дней у меня начались мигрени. Могут обладать. Но если вы их выкинете, они обидятся. Подарите ведьме кого-нибудь. Найдите именно практикам. Потому что такие вещи, они любят уходить к профессионалам. Если где-нибудь их оставить, они обидятся. Могут, я говорила об этом, что башки и всякие атрибуты, взятые из разных стран, в которых мы не разбираемся, да, привозим домой, они могут очень плохо влиять на энергетику. Колдуны Вуду допрыгали со своими ритуалами, часто жертвоприношением, теперь у них там бесконечные природные катаклизмы. Вы несете определенную чушь, я вам хочу сказать. Допрыгались, долетелись. Что за глупости вообще, если честно? А где нету катаклизмов? Скажите мне, пожалуйста. В России нет катаклизмов? В России нету бунтов, в России нету много чего того, чего не хотелось бы. Здесь тоже допрыгались, да, кто-то? Не несите глупость, пожалуйста. То, о чем вы вообще представления не имеете абсолютно.
эти все жертвы принимаются силами. А если они ими принимаются, то наказывать их не за что. Как энергетика кожи крокодила, змеи, значит, влияет на человека, если носить сумки, туфли из их кожи. Влияет тем, что это, ну, в некой мере, скажем, некромантия, ну, знаете как, это очень сильные природные явления, это животные, обладающие огромной энергетикой, поэтому не каждый человек их выдерживает. Бывает, что тот, кто носит именно вот такую кожу, со временем начинает заболевать. Такое может быть. Но это не у всех. В принципе, оно обработано, не должно какой-то носить урон, да, организму. А с другой стороны, еще это энергия богатства, хочу вам сказать, что человек, который может себе позволить такое, потом он еще что-то себе позволит. Как я и говорила, накопите, купите что-нибудь хорошее, а потом это хорошее будет к себе как бы притягивать еще что-то такое наподобие богатое, хорошее. Так, у меня в коридоре висит изображение какой-то богини. Мама привезла с Бали, не знаю, для чего она и кто она. Но я не могу вам сказать сейчас с воздуха, кто она, чего она, я это изображение не вижу. Но если с Бали, может быть, там есть богиня мира и спокойствия, такая сидит на черепахе, если она. Пожалуйста, Виктория. Так, скажите, пожалуйста, можно в Вуду переместить душу с одного тела в другое? Нигде не можно. Пока душа находится в теле человека, никто ничего не переместит, ни один великий колдун на земле. Подселить туда бесовскую силу, подселить туда непрекаянную душу могут, а вот человеческие души менять местами нет. Есть законы, которые даже великие колдуны нарушать не в силах и не могут, и не дадут им. Понимаете, не все можно, они не боги. Скажите, а куклы-матанки это тоже разновидность кукол Вуду? Благодарю. Сейчас на работе, дома пересмотрю все ваши видео. Это не разновидность кукол Вуду, это на самом деле куклы. Такие куклы были во многих культурах, если не сказать во всех культурах. Но матанги делались людьми дома для защиты их дома. То есть их энергетика усиливалась с этими матанками. Но не все умеют правильно делать. Поэтому есть некоторые моменты, когда человек, делая эти матанки, туда обматывала всю свою благополучие, да, и закрывала, то есть на замок. Обматывала, зашивала или запечатывала, или там чем-то связывала. Не все умеют это делать, поэтому матанки это опасно. Вообще любая кукла опасна. И поэтому простому человеку лучше не лезть туда, где тебя не звали, о чем ты представления не имеешь. Когда в Африку посылать по работе, то надо делать кучу прививок. Я бы не рискнула. Я вам хочу сказать, что не только в Африку, но и скажем, в тропический континент, когда едут, делают определенные уколы, потому что там есть очень много различных заболеваний, для которых наш иммунитет совершенно не приспособлен. Пойдемте далее. Мама говорит, чтобы вызвать дождь в старину, резали черную овцу и молились. Есть это один из способов вызова, но есть очень много различных других способов вызова. Понимаете? Есть и не обязательно резать. Правда, все равно чем-то жертвовать нужно. Меня влечет крокодилья кожа, но пока финансово для меня это круто. Да, крокодилья кожа это круто, я согласна. У меня есть портмоне и маленькая сумочка из этой кожи. Там еще что-то есть, но оно там другая. Есть еще дикая ящерица и так далее, и так далее. У меня этих кож, вот, как ни странно, дофига и больше. Ну, видать, по моей профессии так получается, что они ко мне идут. Так. Да, лица кукол всегда боялись, поэтому лицо не рисовали. Считалось, что чем больше схожести с человеком, тем больше шанса темной силе туда поселиться. Поэтому кукла и всегда считалась мистической нечто.
Так. Спасибо, Ольга. $35 000 стоит крокодил. Ну и прекрасно. Мечтайте, захотите, стремитесь, и будет у вас и такая сумка. Правда, я бы не отдала 35 000 евро за крокодил, я бы лучше помогла кому-нибудь сделать операцию и спасти жизнь. Я считаю, что есть вещи второстепенные в жизни, и есть первостепенные. Если бы подарили, да, приняла бы, но сама не стала бы покупать. Лучше помочь людям. Чувствую защиту при ношении сумок из змеи и крокодила. Появляется уверенность. Дарья не посмотрела. О, Господи, ну что такое? Сейчас смотрю эфир, и тут выпадает. Сделал шапку из трусов. Не выбрасывайте старые трусы. Да, используют очень много трав, которые я сейчас просто не могу, и места нет, и как бы травы используются. Основное количество ритуалов именно делается травами, цветными, разноцветными свечами или покрашенными свечами и прочее, прочее. Ну, выкинули всех кукол. Не все куклы опасны, конечно, но есть и такие, которые не стоит дома держать, собственно говоря. Ну, выкинули, выкинули. Так решили, наверное, что такое чат пропал у меня. Вот, блин, достала. А, я ж... Все, сейчас откроется, наверное. Везде пропадает. Так. Да, дома с отрицательной энергетикой, они требуют жертву изначально, лучше им отдать, потом прийти. Я согласна. Подарили шубу из ягуара, когда одеваю, энергия просто прет. Иногда справиться тяжело, но заряд на всю зиму. Да, вот именно поэтому я и говорю, что такие дорогие шкуры, они на самом деле дают очень большой поток. Из секонд-хенда уже где-то 20 сумок из крокодилей кожи выбрала из ящериц. Меня тянет в пустыню, тянет в Африке, чувствую себя хорошо. А вы в Африке живете? Мне просто интересно. В секонд-хенде не может быть крокодильих сумок, я вас разочарую. Такие сумки, они в специальных магазинах, даже комиссионных для шкур всяких, стоят очень дорого. Поэтому в секонд-хенде, чтобы принесли просто за 20 рублей, поставили крокодильи шкуры, ну это нет, такого не бывает. Даже не новые сумки, они в моде всегда, они востребованы, и они очень дорого стоят. Поэтому, видимо, вас обманули. Сейчас можно крокодилью шкуру купить и за 100 рублей. В местах скопления людей женщин меняет как перчатки, выражение лица у всех как какое-то рабское при общении с ним. Почувствовал зависимость. У нас в Литве бывает? Да нет, не бывает нигде. Успокойтесь. Есть такие люди, которые обладают определенной внутренней такой силой. Вы слышали, говорят, дьявольски притягательный или чертовски хорош собой и так далее. Это именно относится к этим людям. И у этих людей настолько сильная притягательность внутренняя, что просто как омут, понимаете, в омут головой тянет. И есть такие люди, от которых можно просто сойти с ума, и из-за таких мужчин дерутся бабы, убивают друг друга. Вроде смотришь, ничего такого и нет, такой лысенький, маленький, ну так себе, средненький мужичок, но по нему просто с ума сходят. Который отделывает под чешую. Да, может быть и такое. Сейчас отделывать можно хоть что угодно. Хоть свиную кожу, хоть какую. Согласна.
Слушаю ваши вопросы дальше. Поскольку эфир неожиданный, поэтому еще мало людей знает об этом. В наше время все можно делать, как бы из всего можно сделать что-то такое, все можно копировать, и поэтому надеяться на то, что где-то можно найти настоящий 100%, это немножко из ряда фантастики, скажем так. Да, я ношу кожаные вещи. И кожаные вещи, и шкуру, и мех. И я считаю, что это нормально и правильно. Это все энергия богатства. Бабушкины платочки не дают его. Меня не интересуют ваши сумки и их фото в том числе, поверьте мне, совершенно. Я просто сказала свое мнение, как я считаю нужным, так и сказала. Все остальное ваше дело. Мне абсолютно не интересно ни сумки ваши, ни выложенные фото, ни все остальное. Зачем оно мне нужно? Я могу вам свои сумки выложить фото, если хотите. Вот, видите, прошито. Здравствуйте. Это кость птицы. Пожалуйста. Какие защиты вы посоветуете? В смысле защиты? От чего? Защиту начитывают, практики проводят. Еще есть то, что я вам давала для простых людей. Правда, оно как бы это защита на некоторое время. Да, спасибо. Истуканы, статуи, олицетворяющие человека. Мне страшно проходить в магазине мимо манекенов. Кажется, следят взглядом. Что говорит о магической работе? Говорить. Я вам объясню, почему вам так кажется. Вам на самом деле кажется правильно, потому что все, что... Я сейчас побежала свои сумки показывать. Ну, что за детский сад? Девушка, давайте это... Ерундой не страдайте. Вы тоже молодой человек. Так вот, все, что изображает человека, со временем туда селится определенная сила. Почему мы работаем, скажем так, через определенные статуи, да? Через статуи легче связываться с той демонической силой, к которой ты обращаешься. Еще раз напомню слово демон или даймон, что означает дух или божество. То есть связываться с божеством или с духом легче, когда есть определенные изображения. То есть они в это изображение отправляют свою силу, понимаете? То же самое куклы. Когда они постоянно ловят на себя взгляды людей, они заряжаются энергиями людей. И много кукол, много статуй и так далее, они забирают твою энергетику. Это однозначно, это всегда так было и будет. Я даже удивляюсь, как я могу жить, еще работать, еще, знаете, с вами общаться, еще столько всего вам отдавать, живя вот в окружении вот стольких лиц и стольких сил. Потому что они все забирают силу. Вы знаете, что музейные работники рано умирают? Потому что там находится очень много энергетики из этих экспонатов, которые идет, да, оно забирает у человека это все. Африканские маски. Африканские маски держать дома опасно, потому что считается, что в этих пустых глазницах селятся духи и начинают за тобой наблюдать. Вообще африканский культ, все, что есть, вуду не всем по плечу, любая магия не всем по плечу, не только вуду. То есть всякие башки, всякие изображения, всякие куклы и так далее, о которых вы мало имеете представления, не нужно брать, не нужно даже ради того, чтобы это дань моде, брать и держать у себя дома, потому что оттуда идет очень много
отрицательной энергетики в вашу сторону. Самое главное, они вас жрут, они забирают вашу силу. Потому что так положено, они должны силу забрать. Вот они забирают, понимаете? Как правильно заполучить верного помощника? Верного помощника отправляет ведьма. С помощью практики это получает человек. Невозможно получить самой. Вы сами не сможете это сделать. Вы не знаете, как это происходит. Понимаете? Да что ж такое? Сейчас я по новой включу прямой эфир. Вот чат. Так. Давайте почитаем, что здесь. В блошином рынке таких фигурок не может быть. Потому что то, что здесь есть, это все по заказу. Не знаю, какие фигурки в блошином рынке, может быть, советских времен, какие-то фарфоровые, может быть. Но вот не такие, как здесь. Да, литье черепа красивое, и их несколько. Есть более такой темный вариант. У меня часто спрашивают, есть ли у меня настоящий череп. Я деликатно промолчу, потому что есть вещи, которые знать не всем обязательно. Криминала там нет, не переживайте. Этому черепу 300 лет больше. И не один. Так что все нормально. Так. Внимательно слушали, что не готовы задавать вопросы. Ничего страшного, я буду рассказывать, если у вас возникнут вопросы. Добрый вечер. Вы зададите, это не страшно. Ну, в школе настоящий череп есть, да, в кабинете анатомии. Мы так друг друга пугали этим черепом до смерти. Это я знаю, это у нас тоже. У меня в кабинете висят венецианские маски. Знаете, это тоже не очень хорошо. Эти маски будут забирать энергию ваших денег, и вы будете работать впустую. Все, что приносит вам прибыль, постарайтесь в этих местах поменьше, чтобы было всяких фигур. Потому что эти фигуры, эти изображения, эти куклы, даже фотографии любимых и родных не стоит ставить в своем кабинете. Любое изображение человека или похожее на человека тянет силу и берет свой откуп с этих денег, которые вы зарабатываете. Если вы сейчас внимательно вспомните, да, подумаете, поймете, что очень много делается работы и очень мало результата. В чем схожесть между гавайской магией и магией вуду? Это одно и то же. Я уже об этом говорила в начале, что магия вуду разделилась на несколько ветвей. Гавайская, креольская, сантерейская и магия вуду Африки. То есть это праматерь всей магии. Одна из самых известных, скажем так, колдуней, да, ведьм вуду, это Мария Лаво. Понимаете, как берет, может брать. Для этого фото и вешали, чтобы они брали энергию с людей. Привлекали черепа, потом это стало распространено у поклонников рок-музыки, тоже иметь одежду черепа. Я вам хочу сказать, Ольга, что вообще любой культ смерти, он опасен. И я сама, зная вот это все, да, эти стороны, и магии, и жизни, и смерти, по сути, это философия, по сути, это древняя наука, религия, все в одну кучу, это и есть магия. Если человек хорошо владеет этим, то он владеет много чем еще. Так вот, я всегда сторонилась всяких изображений смерти, потому что они вам несут? Ну, вообще, я уже объяснила, что любая маска, она не очень хорошо, она чревата. Лучше эти маски прятать где-нибудь подальше. И не увлекаться этими масками, не вешать их на стену, потому что там, где пустые глазницы, через эти глазницы наблюдают за нами демоны. Так вот, что касаемо
изображений смерти, вообще всего, что касается смерти. Нехорошая энергия. Лучше ее не тревожить, потому что если мы повернем интерес смерти к себе, вот духов смерти, сил смерти, то потом может случиться нечто нехорошее. Не стоит. Так, давайте далее почитаем. Скажите, пожалуйста, статуэтка, не помню, как она называется, богиня с 6 руками, сидящая на цветке лотоса. Что она значит? Можно ли ее держать в квартире? Спасибо за ответ. Ну, все богини индуистского пантеона с 6 руками. Я поняла так, что вы имеете в виду Лакшми. Если это Лакшми, то можно ее держать. Правда, еще и Сарасвати изображается тоже на цветке. Ну, иногда ее изображают на лебеде, сидящей на цветке. Но, скорее всего, вы говорите про Лакшми. Лакшми можно. Лакшми – богиня благополучия. У меня даже ритуал Лакшми, который я подарила всем. И это можно провести любому человеку. Итак. Фотографии разных. Можно ли возле статуэтки фортуны ставить? Извините, я немножко не по теме. Если просто так ставить, то нет. Если вы просите за них, то да. А просто так взять ставить нет смысла. Не нужно этого делать, просто ставить. От этого они не заряжаются ничем. Можно ли использовать свечи много раз, то есть в разных ритуалах? Если там сказано, что эту свечу можно еще использовать, то да. Да, у меня красиво. Спасибо. Я считаю, что у каждого практика, который себя называет практиком, должны быть атрибуты. Ритуальные танцы, вообще танцы, музыка издревле – это способ вызвать духов, это способ вызвать силы. Все эти крики, все эти непонятные звуки и так далее, они в конце концов превратились в танцы. И именно поэтому в некоторых культурах запрещаются танцы, песни, считается это все харам, это все от дьявола и так далее. Потому что танцами, например, да, кавказские народы вот битьем барабана вызывали агрессивных духов, сильных духов или духов предков перед боем. Это, как правило, все ритуальные, скажем, поклонения богам с криками, с ором, с определенными звуками, которые в итоге потом превратились в песни, в танцы и все такое. Но эти все танцы о чем-то говорят. Тот же, например, индуистский танец, он совершенно просто язык тела, который о чем-то говорит, понимаете, это поклонение, то оно, здравствуйте, Мара, то поднимает руки к солнцу, то поднимает руки к богам, то вниз спускает, то есть к преисподнюю намекает и так далее. Это все вызовы сил. Нет тут ничего такого страшного, танцы уже давно стали как бы общепринятым делом, но иногда, если есть специальный ритуальный танец, в котором вы не разбираетесь, лучше, конечно, в этом не участвовать. Есть ритуал Вуду для здоровья для всех, а надо открывать перекрестки. В одном видео вы говорили, что Вуду надо открывать в начале перекресток. Давайте вы не будете профессором и не будете давать мне советы, что надо делать. Перекрестки открывают практики перед серьезными ритуалами, а то, что я вам дала, это вызов определенных духов для здоровья. Перекрестки это перед ритуалами особыми. Если я не говорю, значит этого делать не нужно. Вот и все. Фото умерших родственников могут тянуть энергию. Лучше фото умерших родственников подальше от живых людей положить и хранить. Нет, если они закрыты где-то в альбоме лежат, то нет. Если дома стоят, то могут тянуть энергию. Хотя, конечно, это дань памяти, с одной стороны. Но такую огромную энергию они не потянут. Они тянут энергию 40 дней, потом год могут потянуть, а потом их сила слабеет их. То есть их сущность, она начинает уходить, и в итоге уходит насовсем. Как сделать, чтобы избавиться от страха? У меня есть ритуал избавления от страха или сжечь страх. В телефоне, в телефоне лучше вообще ничего связанное со смертью не держать. Спасибо большое. Музей не музей, а кабинет ведьмы точно. Ваши защиты рабочие, они... Ничего не поняла. Они
Помогает мне защититься от магических атак. Спасибо, очень уважаю ваши знания и талант. Спасибо. Ну, смотря какие защиты. Если они для всех, то да. Если так. Ну, вы знаете, я всегда советую все-таки, чтобы профессионал ставил защиту, потому что до бесконечности вы защититься не сможете. И если вы можете защититься, это говорит только о том, что там ведьма херовая. Вот что я скажу. Если вы можете защититься от ведьмы. Потому что эти защиты рассчитаны в основном от зависти, от прочего-прочего, от простых людей, да, более-менее простых людей. Но если вы можете защититься от ведьмы, как вы говорите, значит, там хреновая ведьма. Потому что от ведьмы обычными вещами ты не защитишься никогда. Можно задать вопрос не по теме, изменится ли сила ритуала, если его читать не по тетради, а по планшету. Измениться, потому что когда у вас нет рядом техники, вы концентрированы, потом, знаете, вот это вот свой почерк, когда вы пишете, вы уже там вкладываете определенную энергию, потом эту энергию забираете обратно, начитывая. С тетради глаза не устают, вы не отвлекаетесь, вам не нужно перелистывать. Поэтому, конечно, лучше слышите кто-нибудь или да, все. Нет, ничего там перенести невозможно. Но если человек смертельно болен и что-то одевает, лучше у этого человека не брать. Не знаю, что с эфиром. Интернет сегодня плохо работает, поэтому немножко тормозит, и я плохо читаю чат. Меня преследует число 13. Что это может означать? Ничего не может означать такого плохого. Число 13 бывает иногда и счастливым у людей. Меня точно так же преследует всю жизнь. Белый человек может ли настолько перенять и прочувствовать магию выйду, чтобы родные жрецы приняли его как своего? Меня же приняли, значит, может. Меня даже сами призвали. Нет, я ставила ваши защиты для практиков. А почему вы ставили мои защиты для практика? Вы же не практик. С чего вы взяли и поставили защиту для практиков? Вы не понимаете, что вы рискуете очень многим? Нет, эфир не пропал. Он точно так же идет. Я надеюсь, уже включился. Ничего, он не пропал. Так. Да, когда вы пишете, уже идет некая помощь. Скажите, нормально ли, что бросает в пот при первых прочтениях? Нормально. Пока ваша энергетика привыкает к моим ритуалам, они могут взять у вас откуп определенный. А потом уже привыкнет, и все нормально, и уже не будет такого состояния. Но первое время может случиться, что у вас и трясет, и как бы и берет силы, и слабость. Ну вот есть такой момент 13 числа, и ничего такого здесь нет. Это чертова дюжина называется. Эти люди в основном очень чувствительные, они предчувствуют беду, они чувствуют шаги своих врагов на 100 очков вперед, и очень много плюсов связано с 13 числом. Поэтому не нужно воспринимать так уж со страхом. Дископаразиты, там зомби, вуду, образ людей, марионеток, вампир. Возможно сделать из человека безвольным. Я уже говорила об этом. Я только что об этом сказала, что есть определенные травы, определенные вещи, через которые можно, отравив человека, потом починить себе. Но чтобы сказать через определенные заклинания, да, возможно. Но это очень трудоемкая вещь, это надо все бросить, сесть и просто этим человеком только заниматься несколько месяцев и постоянно ему наводить, делать. Просто все дела оставить и просто преследовать этого человека для того, чтобы он, ну, смотря, он будет сопротивляться, естественно. Он может быть, и будет очень силен энергетически. Это не просто, это очень долго, это очень нудно, и нужно ли оно вообще? Энергетика уходит при записи ритуалов. Иногда голова кружится, спрашивает, можно или нет. Главное спрашивать, можно или нет. Ну, главное, ничего не поняла. Ну если... Я уже объяснила, что энергетику забирает изначально. Это как откуп ваш, данный силам. Но это не означает, что вы будете падать в обмороки.
Просто некоторое время вы будете слабы. Добрый вечер, Лаура. Ничего страшного. Да, пересмотрите и будет в записи. Ну а как вы хотели? Это сильные работы. Если вы хотите, чтобы эти работы вам помогали, вы должны быть готовы к тому, что их сила некоторое время вам даст фору, а потом это все начнет проходить. Это нормально. Мысленно? Это хорошо, спрашивайте. Если услышу, мысленно отвечу. Да ничего страшного, я знаю, что эфир, поскольку внезапный, конечно, людей меньше. Но это нормально, я на это и рассчитываю, потому что я как раз не сбываюсь с толку, я спокойно отвечаю всем подряд, что, как, каким образом. Чат просто пропадает, немножко с интернетом беда сегодня, но это не страшно. Может быть, есть вопросы именно по атрибутике, которые вы видите? Можете спрашивать. Так, дорогие друзья, знаете как? Больше женщины или мужчины? Вообще-то больше мужчины. Женщин меньшинство. Как ни странно. Про змей рассказывать? А что рассказывать? У меня есть ролик «Змей». Откройте, посмотрите. Я сегодня рассказываю про Вуду. Змея. Змея из индийского бука дерева. Внутри находятся определенные амулеты защитные. Эта змея очень старый мой атрибут магии. И он как настоящий. Это гремучая змея. Да, пропадает эфир, поэтому я, наверное, закруглюсь. Я сегодня показала вам атрибуты, ответила на определенные вопросы. Нет, простым людям их иметь не стоит, потому что это, скажем так, для вас опасно и будет тянуть очень многое. Голова барана применяется во многих ритуалах. Есть упорство овна, у меня ритуал. Еще применяется для того, чтобы остановить определенную войну родов. Еще применяется для благополучия, для получения силы и победы. Много чего. Могут ли мои ритуалы получиться, даже если вы не прослушивали до конца? Могут. Если вы через себя пропускаете, то могут. Ворон. Ворон – проводник между мирами. И часто ворона в магии Вуду либо берут домой, либо убивают и части тела носят с собой, как проводника. Поэтому я именно как бы статую ворона поставила. В Вуду, естественно, только настоящий живой ворон. Просто живого сейчас не притащу. Так, почему разные свечи у нас в алтаре? Потому что Вуду связана с природой, с духами. Вообще природа Африки, она разнообразна. И зажигали разного цвета травы. Поскольку как бы удобнее там зажигать не именно траву, а свечу, то мы заменяем цвета трав именно цветными свечами. Далее, что сейчас я провела ритуал для всех Фортуна, но для дочери это можно? Фортуна. У меня очень много ритуалов Фортуны. Какой имеете в виду именно? Сюда иди. Давай. Бегом. Как они надоели там ходить уже сутками. Сушеные обезьяны используют, и всякие обезьяны используют на самом деле. Так, далее читаю. Да, может такое быть, Алена. Может, потому что вы ей передаете огромную энергию. Может. Но это не страшно. Это может там несколько часов, а потом легче станет. Спасибо, Мила. Почему разные свечи уже ответила? Так, далее что мы смотрим? Не по теме ритуал с фортуной лучше делать в темноте или можно при электрическом свете? Лучше в темноте. Пусть привет, да, пусть тебе привет. Не привет, ведьма, а здравствуйте. И причем здравствуйте, Инга. Страдающий ты наш, ненаглядный.
Наговорить в окно, ритуал фортуны. Что-то я не помню такое. Много у меня всяких ритуалов. Серп металлический в каких ритуалах используется? В разных, в различных. Отсекать болезни или наоборот привлечь для того, чтобы собрать травы. Ну, много, очень много различных ритуалов. Сейчас не перечислю, естественно. Не покажи, а покажите, пожалуйста. Я не обязана тебе показывать лицо. Я не лицо сейчас демонстрирую, я говорю о ритуалах. Если дальше продолжишь, вылетишь из форума. Я предупредила. Все. Так. Нет, нельзя магичить. Это, во-первых, не магичить пишут. Во-вторых, вы несете абсолютную тупость. Вы вначале сказали, что вы делаете какие-то ритуалы для практиков. Теперь вы пишете, а можно мне магичить? Что за хрень собачья вообще? Что значит магичить? Уважение должно быть к магии, в конце концов, это древнее ремесло или нет? Что за магичить вообще? Вы что, на базаре находитесь? Колдовать, заниматься магией. Вот так пишут, это раз. Во-вторых, таким, как вы, не магичить нельзя, к магии близко подходить нельзя. Больше эту чушь не пишите в жизни. Что значит череп красивый, из чего он? Череп из черепа. Не извини, а извините. Ну да, наверное, слово полыни. Ну пусть идет к полыни. Магичить там. Там много магичащих. Опять булки начали лить. Недавно посмотрела аж. Хоть обними и плачь. До такой степени превратилось в такое чудище. Ну, естественно, лаять на всех и высмеивать изъяны людей не мудрено и самой превратиться в обезьяну. Чи-чи-чи. Какой череп? Чей череп из какого материала? Человеческий? Ну, это спросите у мастеров. Сходите, спросите, из чего они делают. Я не мастер. Как-то одна дура говорила, что нужно все самой делать. И, значит, статуи нужно делать самим. То есть я должна и кузнецом быть, и ювелиром становиться, и всем на свете. Да? Представляете, какой идиотизм? И ткани самой надо шить, и ткать, и все что угодно, в общем. И столы себе надо кованые самой делать. Но я не знаю таких нормальных людей, которые сами себе делают кольца, сами делают себе свечи, сами делают себе столы и все такое. Это нужно все бросить и просто идти и заниматься чем угодно. Нет, он не металлический. Это определенный материал, по-моему, титан. Используется колокольчик, используются различные, здесь не все атрибуты Вуду, естественно. Здесь, во-первых, не все можно показать, и те, которые я смогла вытащить сейчас из всяких сундуков, что маски, что снимают из... так, секунду. Что снимают из усопших, например, Булгакова. Эти маски живут или посмертные? Есенина. Ни хрена не поняла. Булгакова, Есенина, о чем вы вообще? Маски предсмертные нехорошо держать у себя. В этих масках энергия смерти. Нет там никакой души, ничего, ну просто есть. Я тебя сейчас намагичу, знаешь, кирпич на бошку. Вот, куда ты попал? В ад попал ты, дорогой мой. Вот, прекрасно. Что значит медленно печатаю? Медленно печатать медленно ни о чем не говорит. Вы глупости печатаете, вы ерунду несете полнейшую на самом деле. У нас сегодня с интернетом беда, поэтому тормозится эфир. Ну ничего страшного, школьникам тоже интересно, что здесь происходит. Ваш ритуал фортуны, открой двери, надо читать 7 раз в открытое окно. Я сделала красный алтарь, свечи. Дальше что? На имя дочери. Подействует ли для нее? Ну, попробуйте, может подействовать. Но вообще фортуна любит, когда к ней лично обращаются и просят. Тогда она лучше.
помогает. Дом на перекрестке плохо? Ну, смотря какой перекресток, на самом деле. Смотря какой перекресток. Для меня, например, на перекрестке дом самый раз. Может быть, да, может из-за погоды интернет так тормозит, просто поздно открывается, и как бы мои ответы поздно доходят, поэтому немножко так вяло все идет. Но ничего страшного. Основную мысль мы донесли, на вопросы ответили, уже неплохо. Здравствуйте. Ну да, дети тут собрались, херней страдают, не обращайте внимания. Всяких дураков полно. Ну, а дурики не знают, что потом за это по башке получат где-нибудь. Вуду действует всегда, и днем, и ночью. Разницы никакой. Может, вопрос не по теме, не знаю, связывать так с джиннами, которые довольствую. У меня на кухне со стены, которые висят над столом, упали. Во время эфира с джиннами, сейчас почитаю еще раз, здесь уже. У меня на кухне со стены, которые висят под столом, упали часы, минуя стол и фортуну. Прямой эфир с джиннами, ну, может быть. Очень может быть. И у нас после прямого эфира о джинах целая буря в Москве поднялась. Так что да, может быть, может. Потому что вы участвовали, разговаривали, задавали вопросы. Они такие мстительные духи. Но ничего другого не сделают. Страдающий человек пошел нахер. Наверное, ждал, пока я тебя нахер пошлю. Несколько раз еще до проведения ритуала, просто при прочтении уже началась работа. Сначала думала совпадение, но это уже не первый раз. Огромное спасибо за такие сильные работы. Пожалуйста, на здоровье. Иди сюда. Бегом. Нет, это не Мара. Это Санта-Муэрте. Это немножко различия есть. Так. Ваш ритуал от черной зависти переписала и взяла. Чего? Он уже начал работать, спасибо. Ну, конечно, он быстро работает, потому что это очень сильная вещь. Мне все время везет, то дома на высушенном болоте, теперь на перекрестке. Может влиять на мою жизнь нехорошо. Я вам еще раз говорю, есть человек, у которого энергия вполне совпадает с этими темными силами. Он не относится никак к магии, он не имеет никаких способностей, но его энергия совпадает. Вот ему все время везет на 13 число, еще на что-то, еще на что-то. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Поэтому, если вы чувствуете, что вам ничего плохого не случается там, то, пожалуйста, африканские маски, мы про это уже говорили, перемотайте, послушайте. Их держать дома опасно. Они ритуальные, они заряжены определенной энергией духов. Какие ритуалы я делаю с куклой Вуду? Ну, не только гиблые, есть еще ритуалы на здоровье, скажем так. Я боюсь тебя, боишься, правильно делаешь, бойся. Да, детки что-то сюда полезли, видать, случайно попали и застряли. Когда вижу змей, становится не по себе. У подруги дома есть чучело кобры. У меня начинается жар, когда приближаюсь к зиме. Почему так? Страх некий внутренний, больше, не более того. Скажите, пожалуйста, Вселенная, богиня Луны, если это так, можно ли ее тревожить, обращаясь именно к ней? Нет, не стоит ее трогать вообще. Потому что с Вселенной только работают практики. Сколько стоит ритуал на здоровье? Ну, знаете, что вы не на рынке, я трусы не продаю. Великолепные работы, мега рабочие. Спасибо большое, мне приятно. Так, есть ритуалы Вуду найти человека, пропавшего без вести? Есть, находили не раз. Естественно, есть.
Да, мне писали несколько человек о пропавших людях. Я прошу людей понять раз и навсегда, что я очень занята, чрезмерно загружена. Очень много людей в день мне пишут. Поэтому я всегда прошу повторять и повторно писать мне смс. И ничего страшного здесь нет. Вы меня не тревожите этим никак. Просто пишите мне повторные смс. Вот и все. Даже если я месяц не отвечаю, я могу взять и ответить. Что? Если вы можете, возможно, какой-нибудь ритуал, они сильнее всех, чтобы не затуманивало порой мозг. Это просьба большая. Ну, какую глупость вы написали, вы сами поняли, о чем вообще вы говорите. Нет, не можно меня лицезреть. Кто надо, меня лицезреет и видит, и знает, и прочее. Я случайным людям здесь сейчас отвечать не собираюсь на всякие глупости. У вас мания величия, я старше почти 2 раза, 20 лет работала с детьми музыкантом. Мне плевать, кем вы работали, насколько вы старше. Вы говорите о магии, то магичить вы собрались, то вы ритуалы делаете для практиков, и я вас ставлю на место. Понимаете, и мне совершенно начихать, насколько вы старше меня, что вы там делаете и что вы там проводите. Мне совершенно это не интересно. Не лезьте туда, куда вас не звали. И уж тем более не нужно из себя строить какую-то не знаю кем. Хорошо? Мания величия у меня прекрасно. Если у меня мания величия, это мания величия мне помогает со всякими ничтожествами не вести дебаты. Все, закончили. Саида Мазарон, пожалуйста, на здоровье, если оно вам помогает. Это белая или черная магия изначально было объяснено. Это черная и белая или темная или светлая энергия мироздания, который человек, то есть человек практикующий, может использовать во благо или во вред. Воу, что означает черный, и доу белое. Дома освещаются древние иконы золотом. Простите, не поняла. Дома освещается древний, дома освещаются древние иконы золотом. Причем здесь икона? Икона здесь совершенно относится к другой культуре, и икона не имеет той власти и силы. Спасибо, Денис. Той власти и силы икона не имеет, которая, скажем так, способна или помочь в колдовстве, или наоборот. Икона совершенно из другой культуры. Так. Да ничего страшного. У ключика у нас сегодня дела, она загружена сегодня, поэтому нормально, терпимо. Можно не обращать внимания просто на всяких и спокойно идти дальше. Так. Лунные сутки не учитывать, если я не говорю. Если я скажу, то вы будете учитывать. Нет, естественно, она не настоящая. Такая масенькая рука настоящей быть не может. Это просто символы. Символы. Добрый вечер. Символы, олицетворяющие именно магию Вуду. На самом деле она бутафорская. Но есть много таких лапок, всяких животных и прочее. Они настоящие, да. В этом бесспорно. Итак, слушаю далее ваши вопросы, пока чат более-менее работает. Сегодня как-то хреновый интернет, я вам скажу. Пока доходит вопрос, уже как-то время тянется. Давайте. Угу. Да, лапка барикапки, это точно. Какая матерчатая кукла? Не совсем поняла. По поводу ритуала. Можно попросить помощью змей, поговорив с ней вживую. Можно ли так обращаться к полевым ящерицам? Ну, заменить не стоит. Я боюсь, что не совсем получится. Попробуйте. Это тоже
рептилии, но у кого как получится. Лучше со змеей. Так, я спрашивала, но неправильно. Это то, что вы за ритуал при Альцгеймере. Вы говорили, что у меня спрашивали. Вот и написала, может, у вас есть средства? Я вам говорила, что я выложу. Так, а беременность женщины не повод остановить воздействие на нее? Нет, не повод. В Вуду есть обряды с черными петухами. Говорят, у нас уже вымерли черные петухи. Это для поднятия настроения. Да, вымерли уже. Это точно. А в каком смысле остановить воздействие на беременную женщину? Вы имеете в виду, что если женщина беременна, то на нее колдовство не подействует? Да нет, она в этот момент как раз даже уязвимее, чем обычно. Можно ли свечу использовать в одном ритуале и в другом? Можно, если там сказано, что эта свеча может быть использована и в других ритуалах, то можно. Если там не сказано, чтобы свеча догорела до конца, то можно. Так, далее чат. Ведьма или ведунья? Глупый вопрос. Это одно и то же. Ведунья всего лишь ласкательный, уменьшительный. Я не знаю, как кто объясняет. Все у тебя затихло с инетом глюк. Да, у нас тоже с инетом глюк, но ничего страшного. Самое основное мы уже сказали. Можно ли делать в одну ночь 2 ритуала? Да можно хоть 5 ритуалов, если у вас есть, скажем так, сила на это и энергия. Да, попали на мой прямой эфир, но я уже закругляюсь, потому что прямой эфир идет уже 1-1.5. Но если нужно будет, можете перемотать. Вместо черной свечи можно использовать темно-коричневую? Нет, не можно. Черная свеча имеет определенную энергию свою. Эзотерические магазины продают пустые гнезда для семейного счастья. Ну, там точно такие же знатоки, как, например, у Полынь, вот эти курицы. Поэтому и продают. Вы сегодня немного сердита. Ну да, если вас тоже доведут всякими тупостями в форуме, вы тоже будете немного сердитой. Так, что? На форуме был ритуал раскрещивания часть, ну а что со второй? И вторая часть есть в моей группе. Я к тому же предсказываю на картах Таро весьма удачно. Давайте, Ольга, знаете, что я вам скажу? Идите нахер отсюда. Хорошо? И предсказывайте, кому хотите и где хотите. Пошла вон. Предсказывать что-то там на Таро или что-то сказать, это еще не значит стать практиком и давать какие-то мне советы. Понимаете, по инструкции взять, купить Таро, вот вас развелось, как собак нерезанных, это ни о чем не говорит. Пошла нахер отсюда. Все. Благодарю за ваш нелегкий труд, ритуалы. Спасибо большое. Получается, это хорошо. Угу. Бывает, что если силы не хватало, да, если мало было энергии еще сверху и ритуалы делать, то некоторое время может быть очень большая усталость. Может такое быть. Ну вот и уберу этих дур, и убираем. Скажите, пожалуйста, где можно заказать статую Саида Мазерон? Искал. Саида Мазерон мне отправили из Армении специальным заказом. Ну, человек заказал для меня и подарил. Сурен. Этой статуи нет везде и всюду. Это редкая статуя. Поэтому я даже не знаю, что вам подсказать. Да, действует. Я знаю, что действует. Благодарю. Я на то и дарю людям, чтобы оно действовало и помогало им в трудной ситуации.
Так, читаю форум. Последние вопросы. Ответили кто-то. Моя фортуна и я, пожалуйста, на здоровье. Нет, если после проведения ритуала не было усталости, это не говорит о том, что он не получился. Вы не правы. Просто у каждого человека своя энергия. Кто-то устает очень сильно, а у кого-то хватает энергии вполне. Нет, ну если они гадают здесь, пускай гадают, пускай делают, что хотят, пускай загадываются, мне без разницы на самом деле. Просто вот эта вот тупость, которую несут, вот я вот и на Таро могу смотреть, а еще крестиком могу вышивать, добрый вечер, еще что-нибудь еще могу, и то могу, да пожалуйста, никто не против, но не надо себя называть практиками при этом, еще давать какие-то советы, магичить, понимаешь, ну это надоело, реально. Еще абсолютное неуважение к этим силам. Магичить могу. Можешь, конечно. Машину новую подарили. Полуспортивную иномарку. Почти своих денег 100 тысяч только вложила. Ух ты! Хочу к вам домой. Ну, создали канал, магичат некоторые. Вон, как там в фильме, вон кличут. Если я напишу иконы, я художник, тогда не обязательно статуи. Может, можно сделать алтарь с иконами божеств. Вы несете глупости. Иконы – это культура христианская. Иконы не владеют той силой, которой владеет статуя. Нужна фигура, в которой вселяется определенная сила для того, чтобы помочь. Если бы так можно было, я бы просто вместо божеств взяла бы с интернета все их фотографии и повесила бы дома. Да, подарок судьбы. Приедем. Это значит, второй раз не получилось. Да получилось, Екатерина. Я же объясняю, что есть люди, которых трясет. Мне, например, у меня, например, нет такого состояния. Да, есть люди, у которых теряется сила, энергия. У всех по-разному. Это совершенно не говорит ни о чем. Разницы никакой. Это одна и та же, но просто та фортуна, о которой я говорю, она каноническая. Она не самая дорогая, но она каноническая. Такая стояла в Древнем Риме. То есть она самая, что ни на есть, каноническая и настоящая фортуна. Дорогие люди, у меня разрядилась батарея, поэтому я закругляюсь. Все остальные вопросы, кто успел только сейчас, можете зайти, то есть перемотать и посмотреть в записи, а я уже отключаюсь, поскольку, к сожалению, боюсь, что оно отключается уже. У меня и батарея, сегодня интернет вообще был хреновый. Но в любом случае, я думаю, что мы провели с вами интересный эфир. Всем удачи и всех благ.